Привет, друзья! Сегодня я разберу несколько событий, которые прямо сейчас влияют на будущее Европы. Первое. Необычная встреча в Шотландии. Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен собираются за одним столом. От их разговора зависит, начнется ли новая торговая война между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, или получится найти компромисс. Представьте, ставки огромные, обсуждаются тарифы на сотни товаров, от автомобилей до электроэнергии. Если они не договорятся, уже с 1 августа пошлины могут вырасти, и это коснется большей части европейского экспорта. Что предлагает Евросоюз, что хочет Трамп и почему решение откладывать больше нельзя. Об этом прямо сейчас. А дальше в видео я также покажу, какие еще новости сегодня влияют на экономику Германии и всей Европы. Итак, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовятся к решающей встрече в Шотландии. В центре внимания возможное торговое соглашение, которое может изменить правила игры для Евросоюза. Официальная цель встречи – это укрепить трансатлантические торговые отношения и предотвратить торговую войну. Согласно инсайдерским данным, речь идет о компромиссе. Европейский Союз может согласиться на базовый тариф в размере примерно 15% на экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки. При этом пошлины на сталь и алюминий сохранятся на уровне до 50%. Это одна из главных спорных точек в переговорах. В противном случае Дональд Трамп грозит повышением пошлин до 30% с 1 августа, затрагивая значение более 70% европейского экспорта. Как сообщают источники, стороны уже обменялись предложениями. Европейский Союз обещает расширить закупки американской электроэнергии и полупроводников, а также может снизить собственные пошлины, в частности на автомобили и фармацевтику. В ответ Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть инвестиции от европейских компаний, однако многое будет зависеть от решений Дональда Трампа. Также после достижения принципиального согласия сделка может сорваться в последний момент. Зная Дональда Трампа, несмотря на осторожный оптимизм, он сам оценил шансы соглашения как 50 на 50 с оговоркой: решение может вытянуться или обернуться неожиданными требованиями. Еврокомиссия назвала достижение сделки возможным, но при условии баланса интересов и прозрачности. Если все-таки соглашение не будет достигнуто, Европейский Союз, внимание, уже подготовил пакет ответных мер. Это контрпошлины на американские товары общей стоимостью до 100 миллиардов евро, которые могут вступить в силу 7 августа. Но в самой Германии новости становятся все более серьезными. Экономисты и бизнес-эксперты выступают с резким предупреждением. Стране срочно нужны более простые правила для въезда работников. Не только квалифицированных, но и тех, чье образование не соответствует немецким стандартам. Представители бизнеса подчеркивают, дефицит работников второго эшелона в гостиницах, ресторанах, логистике, транспорте растет год от года. Производственные и другие отрасли утверждают, что бюрократия сейчас мешает нанять даже самых мотивированных сотрудников из-за рубежа. Если канцлер Фридрих Мерц не упростит правила, компании будут вынуждены закрываться или сокращать свои услуги. По словам руководителя Федерации торгово-промышленной палаты, для многих фирм кадровый дефицит – это главное препятствие для роста энергетических расходов. Старые требования по визам, кредитам и языковым тестам мешают реальной гибкости. Они предлагают Фридриху Мерцу отказаться от лишних блоков в системе и ускорить обработку запросов и даже разрешить начинать работу до получения полного пакета документов. Другие отраслевые представители предлагают канцлеру Мерцу расширить так называемую регулировку по опыту, то есть принимать кандидатов с практикой 2-3 года, вне зависимости от официального диплома. Это важно для рынков труда, где важны руки, а не бумажки. Если Германия хочет сохранить конкурентоспособность, отмечают аналитики, нужно позволить рукам и умам приходить быстро, без квестов через бюрократию. А дальше новость, которая затрагивает всю Европу и способна серьезно повлиять на экономику. Катар может прекратить поставки сжиженного природного газа СПГ в Европейский Союз, если Еврокомиссия не уберет строгие климатические нормы из своей директивы по цепочке поставок. В письме, направленном правительству Бельгии и нескольким другим странам, министр энергетики Катара
прямо предупредил: статья, регулирующая климатическую ответственность поставщиков, противоречит законам Катара и ставит компании под угрозу крупных штрафов. Он настаивает: европейские стандарты должны учесть право каждой страны устанавливать собственные климатические цели. Если Брюссель откажется пересмотреть директиву, Катар и Катар Энерджи рассматривают альтернативные рынки уже за пределами Европейского Союза, где не будет таких требований к бизнесу. По данным Евростата, Катар занимает третье место по поставкам СПГ в страны Европы и обеспечивает, внимание, около 10,8% спроса. Если Европейский Союз потеряет и российский газ, и катарский, Европа окажется без устойчивых источников, даже увеличив поставки из Соединенных Штатов Америки. Ситуация заставляет пересмотреть стратегические риски. Зависимость от одного или двух поставщиков может обернуться энергетическим кризисом. Теперь вопрос стоит остро: будет ли Европейский Союз и Урсула фон дер Ляйен готовы ускоренно пересмотреть директиву или выберет жесткую позицию с риском отключения одной из ключевых поставок энергоресурсов. Но есть и положительная новость, которая касается газа и нефти для Европы. В районе польского побережья Балтийского моря, кстати, всего в нескольких километрах от немецкого острова Узедом, обнаружено одно из крупнейших нефтегазовых месторождений за всю историю Польши. Канадская компания Central European Petroleum сообщила о находке, оценочно около 200 миллионов баррелей нефти и 27 миллиардов кубических метров газа. По данным экспертов, это крупнейшая энергоресурсная находка в регионе со времен Второй мировой. Официально сообщается, что промысел развернут всего в 6 километрах от польского города Свиноустце. Остров Узедом также отчетливо виден и с платформы самого порта. Геологический обзор указывает, это может быть солидное месторождение, возможно продолжающееся по территории Германии, на что канцлеру Мерцу также следует обратить внимание. Среди специалистов стало известно, на немецкой стороне потенциально также есть углеводороды, лицензии ранее выдавались, но активных бурений не было. Как поясняют представители немецкой отрасли, причины – это экономические и экологические. На данный момент немецкие компании не рассматривают коммерческую добычу в Балтийском море. Опрошенные экономисты считают логичным, что если поля действительно общие, давление может постепенно переходить в сторону немецких берегов, особенно при давлении на европейские источники энергии. Индустриальные круги Германии уже обсуждают: Польша получает дивиденды, а немецкий Берлинал как бы остается формальным зрителем. Экологи Германии в Мекленбурге и Передней Померании выражают беспокойство не только из-за возможного ущерба природе, но и потому, что туристическая Узедом сейчас попадает в зону риска. Шум от платформ и транспортные потоки уже вызывают протесты. Руководство отраслевого объединения в Германии подчеркнуло: сейчас важно провести детальные геологические и экологические оценки, прежде чем давать какие-либо разрешения подводной добычи. Тем временем Польша активно готовится к запуску рутинной добычи и говорит о потенциальном экспорте газа по трубопроводам Baltic Pipe. Германия, к слову, постепенно получает косвенное преимущество: стабильность поставок газа, снижение зависимости от внешних источников благодаря соседским ресурсам. А теперь о печальных экономических новостях Германии. Компания Bosch объявила сокращение, внимание, 1100 сотрудников на своем заводе в Рейтлинген. Это серьезный удар для региона. Коллектив уже выразил сильное недовольство и глубокое разочарование. По данным местной прессы, такой масштабный шаг вызван долговременным кризисом в автомобильной промышленности и производственным пересмотром стратегии группы Bosch. Местные жители и работники отмечают, решение объявили буквально внезапно, и теперь многие семьи оказались перед угрозой потери дохода. Компания объясняет, сокращение необходимо для адаптации производства и повышения эффективности. Но сотрудники говорят, что информация о планах пришла слишком поздно и без учета интересов коллектива. Специалисты по трудовым вопросам предупреждают, подобная реструктуризация может ударить по экономике региона и вызвать волну протестов и требований к руководству. Местные профсоюзы уже активизировались и требуют прозрачной компенсационной программы, а также перспектив для оставшихся работников.
Кроме того, в деловой среде обсуждают, как отражение этой ситуации скажется на репутации Bosch внутри страны и Европе. Факт остается фактом. Один из крупнейших работодателей Германии пошел на масштабные кадровые изменения, и теперь всех волнует один вопрос: что будет дальше с заводом и как отреагирует рынок труда. А вот дальше финансовые новости Германии. Каждый четвертый взрослый человек в Германии уже попадал в контакт с коллекторами. Это не преувеличение, а реальная проблема. То есть почти 25% граждан хотя бы раз сталкивались с инкассо, то есть с коллектором, многие даже по нескольку раз. Основная причина – это рост потребительских и онлайн-кредитов. Люди рассчитывались в рассрочку и не всегда успевали рассчитываться по самому кредиту. При этом в половине случаев должники не избегали своего платежа намеренно, они просто не в состоянии платить вовремя. Как показывают опросы, почти половина тех, кто уже имел дело с коллекторами, инкассо, считают, что не получили достаточной помощи или информации. Особенно иронично, люди хотят рассчитаться, но система не дает им простого алгоритма, как это сделать. В текущей практике большинство инкассо-компаний стремятся договориться, предлагают рассрочку, отсрочку или гибкий график. В теории действительно это правильно, но на практике это все равно превращается в сложный лабиринт звонков, уведомлений и растущих сумм. Особенно уязвимы люди с нестабильным доходом. Студенты, фрилансеры, пенсионеры. Повторяющиеся задолженности часто, кстати, ведут к накоплению штрафов и бессмысленным дополнительным сборам. Инсайдеры говорят, ключевые проблемы в слабой прозрачности, отсутствии персонального подхода и запутанной процедуре. И даже тот, кто искренне хочет оплатить, быстро опускает руки под финансовой бюрократией. Более того, новые правила еще 3 года назад ввели жесткие стандарты. Но они пока не работают на практике. Инкассо остается механизмом, который помогает взыскать, но не помогает погасить, если человек действительно в сложной ситуации. Если вы хотите понять, как избежать этой ловушки, нужен простой и понятный план. Важно вовремя реагировать, запрашивать информацию, предлагать рассрочку и знать свои права, особенно по срокам давности и обязанностям коллекторов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.